Друзья, всем привет! У меня в руках моя любимая акула, и на ней шапочка из фольги. Что это значит? Это значит, что сегодня мы с вами будем говорить про пи***ц и пропаганду. Мы хорошо знаем, как людям через телевизор скармливают дерьмо, так что у них напрочь атрофируется мозг. И всякие истерички на федеральных каналах крутятся как черти, чтобы объяснить, что мы с вами находимся в кругу врагов. Но несмотря ни на что, у нас светлое будущее. Осталось только немного потерпеть, и вот-вот все наладится. Но вот проблема. Дети не смотрят вечернего мудозвона, и их пометом их мозг засрать не получается. Как же быть, как быть? Что же делать? Настало время проводить уроки пропаганды прямо в школах. Кто-то же должен объяснить детям, что государство их посадит за лайк, что все митинги проплаченные, Навальный это агент Госдепа, а задача подрастающего поколения терпеть и лишний раз не отсвечивать. С этой важной миссией по школам гастролируют различные охламоны с интеллектом аквариумной рыбки, которые несут свет пропаганды детям. Давайте послушаем, как 1 ноября в московской школе 1548, она входит в комплекс лицея 1799, состоялась лекция Сергея Хлебова. Учащихся с 7 по 11 классы отпустили с уроков, разместили в актовом зале, где господин Хлебов рассказал им про вред митингов и мемов. Я предлагаю послушать ту запись, которую сделали ученики, прислали мне. Это очень смешно. Так, а ты, моя милая акула, надевай шапочку. Итак, давайте послушаем. В истории интернет я обнаружил два изображения в интернете на страничке у одного пользователя. Данный пользователь на сегодняшний день разрабатывается, уточняются его данные установочные. Он попадает под статью 148. Что было на изображении? Было два изображения. Значит, на одном изображении икона Божьей Матери, у которой в руках вместо младенца шаурма. На другом изображении Иисуса Христа, у которого на иконе разложены две белые дорожки и пакет белого вещества. Это вызывает некий смех до поры до времени. Данное изображение, относят специальные исследовательские учреждения, где специалисты и религиоведы. Они ставят свое заключение. На основании этого заключения судья выносит постановление. Планированные митинги у нас начинались с августа и, наверное, до конца сентября. Что такое несанкционированный митинг? Я вам скажу то, что я знаю. Вам не напишут это в интернете, не напишут, вам не покажут по телевизору. Санкционированный митинг, в основном там присутствуют неформальные группы молодежи. Люди проплаченные приходят. На своем опыте, буквально вот, наверное, в сентябре на проспекте Сахарова был митинг несанкционированный. В любом случае стоят металлодетекторы, стоит гвардия даже на несанкционированном митинге, потому что порядок в любом случае должен быть. Значит, заканчивается митинг, все выходят, подходит девушка, уже металлодетекторы сняли, идет цепь Росгвардии, которая толпу, скажем так, разгоняет и выдавливает, потому что все-таки надо открывать дорогу, чтобы дальше транспорт ходил. Бежит девушка так с листиком, измят листик, она вот я хочу пройти, мне надо. Мы объясняем, что уже митинг, все. Люди выходят, она нет, мне надо отметиться, иначе мне не заплатят 500 рублей. И таких, и студентов, и школьников очень много. Как было на Трубной площади, мы присутствовали, мы вообще все время присутствуем на таких мероприятиях. Извините, а вам не стыдно поддерживать насилие в сторону митингующих? А какое насилие? Ну, я не знаю, то, что бьют людей за то, что они мнение высказывают свое. Это существует санкционированно. Так, И на нем можно выступать. да, на санкционированном тоже бьют. Я вам расскажу, что забирают тот момент, когда Росгвардия всех, собрали всех, весь митинг собрали, тогда было более 1000 человек доставлено в отделение полиции. А вы правда думаете, что 60 тысяч человек проплаченных пришли на митинг? 60 тысяч не знаю. Да, ну а что тогда вы рассказываете о том, что там только неформалы и только проплаченные? То, что я вижу, то, что я слышу. Но если вас послушать, то 1000 человек привезли в отделение. Вы хотите сказать, что каждому из 1000 человек заплатили 500 рублей? А вы не могли бы полностью ответить на вопрос? На какой? Вы же компетентны в этом, нет? На какой?
Я задал вопрос. Вы считаете, что вот эти 1000 митингующих, которых доставили, еще, возможно, 1000, которых не доставили, 2000 человек умножаем на 500, получается 1 000 000 рублей. Это миллион просто людей? Андрей, я вот лично ничего не услышал. Нет, он говорит, что проплачены эти люди, там, 1 000 000 рублей. Я вам скажу, что по нашим данным, лично товарищ, самое главное, да, он получил от Америки 48 миллионов. Это по нашим данным. Дайте 48 были направлены, я думаю, не ему, на его трудовые. Поэтому здесь как бы по теме митинг можно долго беседы вести, можно отдельную лекцию провести, но, к сожалению, я пришел рассказать, охватить те именно аспекты. А почему у вас в друзьях во ВКонтакте есть человек с аватаркой «Ненавижу ментов»? Разве это не неуважение к власти? Ну, ненавижу ментов, а слово «менты» официально такого понятия нет. Даже так? Вот как работает. Приходило заявление, где написано там, убивать детей ментов. То есть мы, допустим, с вами понимаем, что имеется в виду в данном выражении, не всех детей убивать, да? Но так как слово менты, мусора, они официально не имеют официального подтверждения, что это касается именно полицейских. То есть пока вот это не будет подтверждено, данное высказывание, оно как бы, да, оно неприятно. Ну что, друзья, здесь прекрасно все. И то, что чувак хвастается, как он собрался посадить там за какие-то мемы с Иисусом. И то, что он перепутал вообще все митинги. Он перепутал согласованный митинг на Сахарова. На Сахарова был согласованный митинг. Он его почему-то называет несогласованным. И то, что умные школьники быстро нашли у этого пропагандона в друзьях чувака, у которого на аватарке написано «Ненавижу ментов», и этот пропагандон просто обтекал, объясняя, что ментов, это же такого слова нету, поэтому можно писать, и ничего не будет. Это какая-то дичь, друзья. Но больше всего меня радует, что школьники отказались есть говно, которое принес им чиновник. Одно наслаждение слушать, как жалко и ничтожно выглядел Сергей Хлебов, отвечая на вопросы детей. Я рад, что подростки гораздо сознательнее некоторых взрослых. Они хорошо понимают, что происходит в стране. И они готовы отстаивать свое будущее, на которое некоторые взрослые давно забили. Молодежь в последние годы сильно политизируется, а чиновники, похоже, просто не понимают, что с этим делать. Просто пропасть между поколениями. Власть сейчас просто пытается на бульдозере заехать на детскую площадку. То, помните, чувака там за ловлю покемонов в храме хотели посадить. Вот все эти уголовные дела за ретвиты, репосты, мемы в социальных сетях. Я уже молчу про Роскомнадзор, который крайне неуклюже пытается вводить цензуру в интернете. Кстати, не забудьте подписаться на мои каналы в заблокированном Телеграме. Там всегда весело, там всегда хорошо. А что предлагают детям взамен? Что подрастающему поколению предлагают взамен? Да ничего, кроме деды воевали. Вообще ничего больше нет. И проблема в том, что для тех ребят, кто выходит сейчас на улицы, кто учится сейчас в школах, уже воевали давно не деды, воевали прадеды. И они видят мир уже совсем другим. Вообще нет сегодня ни одной точки соприкосновения с этими кремлевскими политтехнологами. И YouTube для этих ребят, конечно, гораздо ближе, чем учительница, которая промывает им мозги, или вот эти вот гастролирующие по школам пропагандоны из Роскомнадзора. У учеников школы 1548 еще есть будущее. И они явно не готовы отдавать его Сергею Хлебову. Ребят, вы молодцы, вам лайк за то, как вы классно троллили чиновника из Роскомнадзора. Распространите это видео, расшарьте его в своих группах, пишите комменты, давайте выведем его в топ, чтобы люди увидели, что происходит в школе. Господи, как хорошо, что когда я учился в 90-х, не было этого дерьма. Как хорошо, что в 90-е была такая вот какая-то свобода, и нам никто никаким говном не промывал мозги. Все, ребят, не позволяйте засирать себе мозги, будьте умными, потому что будущее России — это ваше будущее, и вы должны его отстаивать. Все молодцы, лайк, подписочка, репост, вы знаете, что делать лучше меня. А я прощаюсь с вами, увидимся завтра в новом видео.